Джонатан Свифт. Англо-ирландский писатель-сатирик, публицист, философ и поэт. Бойся козла спереди, коня сзади, а дурную бабу со всех сторон. Гения сразу видно хотя бы потому, что против него объединяются все тупицы и бездари. Лесть, говорят, пищи глупых, между тем, сколько умных людей готовы от времени до времени отведать хоть глоток этой пищи. Мечтайте, ибо по красоте грез своих вы займете свое место в будущем. Если вы направляете в чей-либо адрес остроту, вы должны быть готовы принять ее и в свой адрес. Партия – это безумие многих во имя благополучия единиц. Старики и кометы внушают почтение длинными бородами и претензиями предсказывать будущее. Критика – налог, который великий человек платит публике. Таверна – это то место, где безумие продают бутылками. Тот, кто, казалось, добился всего в жизни, находится обыкновенно в том состоянии, когда неудобства и огорчения заслоняют радости и утехи. Большинство людей любят лесть вследствие скромного мнения о себе. Большинство женщин – по противоположной причине. Блистать в обществе дано немногим, но большинство людей могут быть приятными. Если на свете так мало счастливых браков, то лишь потому, что девушки куда больше внимания уделяют плетению селков, чем строительству клеток. Если бы человек не поддавался чувствам, он бы ненавидел жизнь и хотел бы, чтобы она поскорее кончилась или никогда бы не начиналась. В спорах, как на войне, слабая сторона разжигает костры и устраивает сильный шум, чтобы противник решил, будто она сильней, чем есть на самом деле. Самую большую и самую искреннюю часть наших молитв составляют жалобы. Немного есть диких зверей, которых следует страшиться более, чем болтуна, которому нечего сказать. Кто никогда ни на что не рассчитывает, тот никогда не будет разочарован. Дурная компания подобна собаке, которая пачкает тех, кого больше всех любит. Всякое правительство, действующее без согласия тех, кем оно правит, вот исчерпывающая формула рабства. На свете нет такой нелепости, которую бы иные философы не защищали как истину. Невозможно разубедить человека в чем-то доводами разума, если его убеждение не было основано на разуме. Если бы на небесах богатство почиталось ценностью,
его бы не давали таким негодяям. Жить иногда имеет смысл чужим умом, но полагаться можно только на свой. Как человека можно распознать по обществу, в котором он вращается, так о нем можно судить и по языку, которым он выражается. Стиль – это нужные слова в нужном месте. Мы довольны, когда смеются нашему остроумию, но не нашей глупости. Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы любить друг друга. Законы точно паутина, в которую попадает мелкая мошкара, но через которую прорываются шершни и осы. Как суконщики чистят сукно, выбивая их от пыли, так гимнастика очищает организм. Нет человека более слепого, чем тот, кто не хочет видеть. Помоги себе сам, и твои друзья сильнее тебя полюбят. Самые лучшие доктора в мире — доктор диета, доктор покоя и доктор веселья. Отдаваться гневу часто все равно, что мстить самому себе за вину другого. Давно известно, что те, кому отводят вторые места, имеют неоспоримое право на первое. Религия – болезнь души. Как много правды говорится в шутку. Никто не стремится получать советы, зато деньги получать гораздо все. Выходит, деньги лучше, чем советы. Сердиться – это значит мстить самому за ошибки других. Власть – такое же искушение для монарха, как вино или женщины для молодого человека, как взятка для судьи, деньги для старика и тщеславие для женщины. Развращенный разум, пожалуй, хуже звериной тупости. Удовлетворять потребности ценой отказа от желания равносильно тому, чтобы отрубить ноги, когда нужны башмаки. Некоторые люди скрывают свой ум гораздо тщательнее, чем свою глупость. Когда на свет появляется гений, то узнать его можно хотя бы потому, что все тупоголовые объединяются в борьбе против него. Измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии. Лишь очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее. Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение. Только глубоко развращенный человек способен удержаться на троне, ибо положительный, смелый,
Настойчивый характер является только помехой в делах правления. Большинство мужчин любят лесть из-за невысокого мнения о самих себе, большинство женщин по противоположной причине. Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения. Дай вам Бог жить все дни вашей жизни. Джонатан Свифт. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.